свяжем ушки. Ушки вяжем по желанию. Если не хотите, можете не вязать. Значит, набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Начиная со второй петли от крючка, мы провяжем. Значит, во вторую петелечку от крючка вяжем столбик без накида. Далее вяжем делаем накид. Будем вязать полустолбик с накидом. Все ниточки на крючке, все петельки на крючке. Накид. Вводим крючок в петелечку, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем все петелечки на крючке. Далее делаем соединительный столбик в эту же петельку. И так, просто так соединительно сделали и вытянем. Отрезаем ниточку, вот такое вот ушко у нас будет. Вытащим ниточку, чтобы лишних не было узелков. Мы еще раз вот здесь просто свяжем вот эти 2 ниточки, чтобы можно было спрятать и не было сильно много узелков. Вот, достаточно. Таких вот ушек у нас будет 2 уха. Одно будет, конечно, у нас как бы изнаночной стороной пришьется, другой лицевой, но они как бы не сильно отличаются, поэтому все, ушки связали, будем пришивать тогда, когда уже начнем сшивать детальки. Теперь мы вяжем ножки и тело. У нас будут вязаться вместе. Начинаем вязать ноги. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Далее, начиная со второй петли от крючка, мы вяжем 2 столбика в одну петлю. Далее мы провяжем следующий столбик, петелечку вяжем 1 столбик, следующую петелечку вяжем 2 столбик. Далее мы будем вязать 2 полустолбика с накидом. Делаем накид, вводим крючок в петелечку, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем все петли на крючке. Накид, в следующую петелечку вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем все петли на крючке. В последнюю петлю мы провяжем 5 полустолбиков с накидом. Накид, провязали все петельки. 1, 2, 3, 4, 5. С противоположной стороны в зеркальном отражении вяжем 2 полустолбика с накидом. Меня там иногда исправляют с накидом, но я не привыкла говорить накидом, я как бы не обращаю внимания, как я говорю. Поэтому уж извините, я буду говорить так, как я привыкла. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. 1 и следующий 2. И 2 столбика в последнюю петлю. В ряду у нас получается 17 столбиков. Берем ниточку контрастного цвета, чтобы не потерять начало ряда. Далее второй ряд. Прибавка из столбиков без накида. То есть 2 столбика в один столбик. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Далее мы будем вязать 3 прибавки по 3
полустолбика в одну петлю. То есть не 2 столбика, как мы делаем обычно прибавку, да, в одну петлю, в один столбик, а 3. Итак, значит, в одну петелечку, в один столбик мы провязываем 3 полустолбика с накидом. Это 1, 2, 3. Это первая такая вот у нас прибавка получилась. Далее следующий столбик. 1, 2, 3. И в следующий столбик делаем прибавку из 3 столбиков с накидом 1, полустолбиков, простите, с накидом 2, 3. Далее вяжем 3 полустолбика с накидом по одному столбику в каждый столбик. 3. Далее мы провяжем 3 столбика без накида подряд. И в последнюю петелечку мы сделаем, последний столбик, делаем прибавку. То есть 2 столбика в одну петлю. И в ряду у нас 25 столбиков. Третий ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петли. Мы провяжем без изменений 25 столбиков за заднюю стеночку петли. Четвертый ряд провяжем без изменений 25 столбиков, ну, уже за обе стеночки, как обычно мы вяжем. За обе стенки петли провяжем еще один ряд без изменений, 25 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем вяжем 2 полустолбика с накидом. 1, 2. Далее мы будем вязать 2 столбика с накидом с одной вершинкой. Повторим так 5 раз. Итак, накид, вяжем, значит, провязали, не довязываем до конца, провязали только накид. 1, делаем накид, следующий столбик, захватываем рабочую нить, провязываем накид и все 3 петелечки на крючке вместе. Это у нас один столбик из 2 столбиков с одной вершины. Таких у нас должно быть 5. Далее опять накид, вводим крючок в следующий столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем только накид. Опять накид, следующую столбик, вытягиваем рабочую нить, провязываем накид. Все петелечки на крючке провязали. Это второй. Итак, у нас должно быть их 5. Провязали. Далее вяжем один полустолбик с накидом, накид и все петелечки на крючке провязали. И оставшиеся 6 столбиков без накида довязываем до конца. 5, 6. Это у нас был 5-й ряд. 6-й ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. Далее будем делать убавки. 3 убавки подряд столбиками без накида за передние стеночки петли. Первая убавка. Далее вторая убавка. Третья убавка.
И оставшиеся 7 столбиков довязываем до конца ряда. Столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем опять 3 убавки подряд за передние стеночки петли. Раз. Два. Стягиваем, когда делаем убавки, потому что у нас получается они немножечко петелечки уходят в сторону, чтобы не было пространства. И 3. 5 столбиков без накида довязываем до конца ряда. 2, 3, 4, 5. Вот такой вот у нас такая вот обувь получилась. Дальше мы начнем вязать ножку. Можно сейчас наполнить, чтобы потом было удобно. Как бы, может, дальше будет неудобно. Ну, смотрите сами. Можете сейчас наполнить, можете попозже. Теперь в 8, 9 и 10 ряд мы провяжем без изменений получившиеся 14 столбиков. Наполнили. 11 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли 14 столбиков. Вот, за заднюю стеночку петли. Провязали. Теперь с 12 по 26 ряд мы провяжем без изменений 14 столбиков и наполним ножку. Итак, провязали, наполнили. На первой ножке нить отрезаем, на второй оставляем. Вот я провязала 2 ножки. Значит, вот когда закончили вязание на второй ножке, мы довяжем вот до серединки. Вот найдем серединку, наш вот бок, внутреннюю часть ноги. Вот, довязываем до внутренней части середины. У меня тут получится 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков я довязываю. Набираю 2 воздушные петли. Беру вторую ножку. Вот так. Нахожу также серединку. И присоединяюсь с соединительным столбиком. Вот так. Теперь провяжем по этой ножке 14 столбиков. Четырнадцатый столбик — это тот столбик, куда мы присоединились с соединительным столбиком. Дальше по цепочке мы провяжем 2 столбика без накида. Здесь у нас, смотрите, тут мы присоединились с соединительным столбиком, у нас как бы получилось ровненько все. Тут у нас переход, да, чтобы не было здесь большого пространства, я первый столбик свяжу так. Я ввожу крючок вот в этот вот столбик, где уже провязан столбик, рабочую нить захватила, и в следующий столбик, который у меня первый, ввожу и все петли на крючке.
Так я провязываю первый столбик. Таким образом, если делать, то тут не будет дырки большой. И также вяжем 14 столбиков. Это первый был, второй, третий. И по цепочке с противоположной стороны мы вяжем 2 столбика. И так продолжаем вязать. Значит, присоединили, когда ножки, провязали по воздушным петлям, у нас в ряду 32 столбика. 28 ряд мы вяжем так. Внимательно отсчитайте, чтобы у вас правильно было количество. Нашли все петельки: на одной ножке 14, на второй ножке 14 и по 2 столбика с двух сторон на воздушных петлях. Вот. Нашли все петельки, все столбики и продолжаем вязать. Вяжем 3 столбика, 2, 3, прибавка. Далее вяжем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавка. Далее вяжем 11 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Главное, вот этот вот столбик не потеряйте, где мы провязывали 2 столбика вместе. 8, 9, 10, 11. Прибавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4 столбика. Прибавка. Прибавка 2 столбика в 1 столбик. И 6 столбиков довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в ряду у нас 36 столбиков. С 29 по 32 ряд мы провязываем без изменений 36 столбиков. Провязали. 33 ряд вяжем за заднюю стеночку петли, также без изменений 36 столбиков. За заднюю стенку петли. Провязали. Продолжаем вязать без изменений уже за обе стеночки петли. С 34 по 37 ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков. Получается 4 ряда без изменений. Провязали. 38 ряд. 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и убавка. Далее вяжем 15 столбиков без накида. Провязали 15 столбиков, убавка за передние стеночки петли и довязываем до конца оставшиеся 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Вот я ориентируюсь вот здесь вот у меня. Не стала выше поднимать ниточку. Провязали. И в ряду у нас осталось 34 столбика. Теперь 39 и 40 ряд мы провяжем без изменений. 34 столбика. Сорок первый ряд вяжем 9 столбиков и прибавка. Раз, два, три, 8, 9, прибавка. Далее 15 столбиков без накида. Четырнадцать и 15 столбик, прибавка. И 8 столбиков довязываем до конца ряда. Итак, значит, с 42 по 48 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков, которые у нас получились в 41 ряду. Я уже провязала и наполнила тело. Наполняем. Далее 49 ряд. Будем ввязывать ручки теперь. Провязываем 9 столбиков без накида для начала. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрите, если вдруг у вас не получится, так как у меня, мало ли, может у вас немножечко сместиться ряд, и провязав 9 столбиков, вы уйдете либо сюда, либо у вас немножечко где-то здесь останется, да, вы просто берете, складываете пополам тело и отсчитываете 5 посерединке здесь столбиков, которыми мы будем, так как у нас на ручке здесь были 5 столбиков, мы соединили 5 столбиками, вот эти 5 столбиков у нас здесь должно остаться по краям, где будем вязывать ручки. Вот. Итак, 9 столбиков провязали. Берем ручку, берем ее так, чтобы переход наш вот этот вот был с внутренней стороны. Вводим крючок в первый столбик на руке и в следующий столбик на теле. Провязываем вместе. Раз. Далее второй столбик на руке. Второй столбик на теле. Следующий, вернее. Столбик на теле. Это 2. 3. 4 и 5. Далее по телу вяжем 12 столбиков. Провязали 12 столбиков, берем вторую ручку. Также смотрим, где у нас переход, который будет с внутренней стороны. Вот. Вводим крючок в первый столбик. Следующий столбик на теле. И провязываем вместе. Далее второй. Столбик провязали. Привязали ручку третий. Четвертый.
5. И оставшиеся 5 столбиков по телу вяжем до конца ряда. Три, 4, 5. Следующий ряд у нас 50-й. В 49 ряду у нас также осталось 36 столбиков. Теперь 50 ряд мы вяжем 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 30 столбиков. 4 столбика. Раз, 2, 3, 4 и убавка за передние стеночки петли. Повторяем так 6 раз. Я предлагаю вот эти вот ниточки, которые у нас здесь от руки, хвостики, зафиксировать, чтобы они у нас не вылезли. Либо по ходу вязания их можно спрятать. Вот так вот натянем, чтобы плотненько прилегла край ручки, где эта ниточка, и просто зафиксируем соединительным столбиком. Вот. Либо можно иголочкой, если неудобно. Также и вторую ручку. 51 ряд, 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду останется 24 столбика. 3 столбика и убавка. В 52 ряд, 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас остается 18 столбиков. 2 столбика и убавка. В 53 ряд провяжем так: 6 столбиков, 2, 3, 4, 5, 5, 6 и убавка. 1 здесь, дальше опять провяжем 6 столбиков. 1, 2, 6 и провяжем здесь еще одну убавку. И 2 столбика довяжем до конца ряда оставшихся. В ряду у нас осталось 16 столбиков. Теперь давайте дополним тело. Теперь с 54 по 57 ряд, то есть 4 ряда, мы провяжем без изменений 16 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Будем этой ниточкой пришивать голову. Дальше, мы потом дополним, когда будем пришивать голову. Теперь нам надо провязать нижнюю часть. Это получается, так как у нас одежда, да, все делаем одним целым, как бы одежду и тело. Поэтому здесь нам надо удлинить одежду. Это у него
как пальто считается, да? Удлинять будем примерно на такое расстояние. Вот. Не будем сильно длинно делать, сделаем примерно вот так. Значит, беремся, вот у нас переход, беремся здесь за последнюю, в этом ряду последний столбик, присоединяемся ниточкой, будем вязать столбиками без накида, без изменений. Сейчас я присоединюсь. Итак, я присоединилась. Вот в этот же столб, в эту же петелечку я провязываю первый столбик. По ходу вязания прячем ниточку. И за полупетельки, которые у нас оставались, мы провязываем нижнюю часть одежды, ну, как бы длину одежды вяжем. Немножко мне неудобно камера. Значит, так, за полупетельки будем вязать по кругу, не будем присоединяться, делать воздушные петли подъема, довязываем до конца и потом продолжаем вязать, начиная с первого столбика. Вот, довязали до конца и сразу второй ряд начинаем с первого столбика. И так вяжем по кругу. Вяжем столько рядов, чтобы нам хватило длины. Вот. Где-то до сюда. Ну, примерно на глаз, где у нас колено, да? Будем говорить, до колена. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. И спрячем ниточку. У меня получилось, сейчас скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов я провязала. Теперь нам надо, так как у нас это имитация брюк, нам надо здесь сделать такой вот заворот, чтобы подвернутые были брючки и больше похоже было на брюки. Также присоединяем ниточку. Вот у нас переход. Беремся, присоединяемся. И точно так же, как и здесь, провязываем 2 ряда. Я думаю, будет достаточно. Сейчас провяжем 2 ряда, посмотрим, как получится. Итак, в итоге провязала я 3 ряда. 3 ряда столбиками без накида, без изменений. И ниточка, которая у нас тут остается, я зафиксировала. Значит, просто за ножку вот так вот просто вводим. Зафиксируем и спрячем. Вот так, все. Дальше мы свяжем с вами воротник. Воротник, мы его потом пришьем, а уже после будем пришивать голову.